Сейчас в нашей стране нельзя на такие вопросы отвечать. Потому что я с Украины, потому что мне есть с кем сравнить, с чем сравнить. А он умер быстрее всех. Потому что Бэтмен. Привилегии и улучшения только с ним. При нем хоть порядок был. Практически все он сам делал. Крутой. Вежливый, хороший. С пандемией тоже он как хорошо все сделал. Такой, да, для нашего народа. Это как папа. Держал все в своих руках. Нравится он мне. Красавчик. Всех под руку возьмет, так чтобы никто рыпаться не мог. Ну, правильный мужчина. Вся Россия его любит. Не знаете, потому что таких не было? Нет, потому что боюсь отвечать. Кого вы считаете лучшим правителем России с начала 20 века? Ну, интересный вопрос. Хорошо, что у меня спросили. Владимира Путина. А почему? Как почему? Потому что я с Украины, потому что мне есть с кем сравнить. С чем сравнить? Какой там президент, какой здесь президент. Какая там страна, какая страна здесь. Это самая лучшая страна. И у вас самый лучший президент. Иосиф Виссарионовича Сталина. А почему? Ну, хотя бы потому, что кое-как подготовился к войне. Лучше всякого, что было после гражданской войны. Конечно, построил много всякой инфраструктуры, но она далась тяжелыми усилиями и жертвами. Андропов. А почему? А он умер быстрее всех. Нет лучших правителей. А как думаете, какой правитель должен быть в России, чтобы он стал лучше? Я не знаю. Наверное, который не будет воровать деньги и будет издавать нормальные законы. Горбачев. Почему? Потому что он увел нашу страну очень много новых веяний. А вы как думаете? Ну, я даже не знаю. Ну, Брежнев Сложно тем, что он оценивать. более стабильный. То есть он благодаря нему было такое теплое время, и все были уверены в завтрашнем дне, чего нет сейчас, к сожалению. Ну да. Так кого выбираете? Брежнева, думаю. А вы? Более стабильный. Я все-таки Горбачева, наверное. Так кого вы считаете лучшим правителем России с начала 20 века? Я, Крылов Дмитрий Анатольевич. Я лучший правитель. Путина почему? в отставку. Понятно. А чем вы лучше? Я более умный, коммуникабельный. Короче, голосуйте за меня. Будете на выборах выдвигаться или так? Да, естественно. Не знаю, Путина, наверное. Почему? Крутой. Не знаю даже. Таких нет. Таких нет, а почему? Не знаю. Сложно сказать. Просто считаете, что не было у России правителя лучше сначала? В 20 веке? 20 века. Наверное, Петр Столыпин. За его реформы экономические, которые были очень эффективны. Ну, вначале Путин нравился, а теперь что-то не очень. То есть нет такого правителя? Нет. Кроме Путина особо никого и не знаю. Сталин. Почему? Порядок был. Из тех, кто правил, или именно из кандидатур, из всех? Как хотите. Ну, конечно, хотелось бы видеть здесь тех, кто сейчас находится и за решеткой, и тех, кого уже нету с нами, в принципе, вообще в живых. Вот, поэтому... Говорите о Алексее Навальном и Борисе Немцове. Да. Вот, хотелось бы, конечно, видеть их и их предшественников. Вот. Путин неплох, Медведев нормально, не знаю. Все остальные, там был другой режим, другая страна, мне кажется. Путин, он самый умный. Только потому, что умный или еще почему-то? Умный. Все качества у него хорошие, самые хорошие. Лучшего руководителя мы не видели. Говорят, самый лучший президент сейчас Путин, говорят. Сталин. А почему? За жесткость, неуступчивость характера и принципиальную позицию как внешней и внутренней политики. Лучшим правителем России с начала 20 века, то есть вот за последние 100... Сталин. Почему? При нем хоть порядок был. Путин, наверное. А почему? Не знаю, нравится. Брежневские времена, наверное. А почему? Ну, во-первых, те времена, наверное, мы скучаем по тем временам. И более, мне кажется, были стабильные времена, чем сейчас. А я бы Путина выбрала. А почему? А мне нравится. Все нравится. Я думаю, Сталин. Он мне симпатичен. А почему? Потому что собрал народ, победил в войне. Был жесток, но не настолько.
Ну, чтобы люди не понимали, за что. Было много людей плохих, которые жаловались на других, подставляли все. Ну, нужна дисциплина. Никого. Сталин. А почему? Вот он мне больше всех нравится. Ленин нет. Дальше у нас пошел Сталин, Брежнев, Молотов нет. Хрущев нет. Вы знаете, как-то я затрудняюсь даже сказать, что ко всем есть какие-то претензии, вопросы. Вот насчет лучшего не могу определиться. Леонид Ильич Брежнев. А почему? Ну, я не знаю, жилось как-то спокойней. Рубль был стабильный. Зная, что через 10 лет рубль будет, он рублем будет. Я вырастил 6 детей в советское время, а сейчас попробуйте вырастить этих 6 детей. Брежнев. Тогда люди жили хорошо, дружно. Никто не сказал, зачем сюда приехал, откуда ты. И они сами воровали, и людям давали. Не знаю, никто. Николай II. Почему? Ну, читал историю, и я так понимаю, что многих людей устраивала эта жизнь. Поэтому я считаю, что так. Может быть, я мало, конечно, изучал историю, но, по моему мнению, это так. Кто, по вашему мнению, за последние 120 лет, вот с 1900 года, был или есть лучший правитель России? Сталин. А почему? Выиграл. Лучшим правителем России это были советские времена. Это был Брежнев. И при нем мы жили очень хорошо. Россия была, то есть Советский Союз был на самом лучшем уровне. Самый лучший правитель был Брежнев. И мы должны равняться на него. К сожалению, его нет в живых. Я думаю, что хорошо жили в Советском Союзе. Что не говорите? А кого-то можете из правителей Советского Союза конкретного выделить? При Брежневе. Ну, начало Брежнева, когда он совсем уже не стал дряхлым. Там все уже стали дряхлы. А так? Мы нормально жили, наша молодость была. Мы ходили по Москве ночью, никто нас не трогал. И вообще замечательно жили. То есть вы за Брежнева? В ранней его стадии. Мне лично Путин нравится. А почему? Ну, он правильный мужчина. Ну, Потому вот Андропов в какой-то степени, когда боялись с больничным пойти там куда-то. Примаков, конечно. Несомненно, Примаков. Ленин. Почему? Мы живем до сих пор в мире, который построил Ленин. Он отменил сословие, это самое главное. Не знаю, я, наверное, живу в настоящем времени. Ну, для меня сейчас Владимир Владимирович Путин. Он лучший. Ну, на мой счет, да. А почему? Ну, много возможностей, наверное, в жизни на самом деле при его правлении, да, и много возможностей, во-первых, для наших детей, да, хорошее образование могут получить дети, ну, а для более взрослого поколения, наверное, тоже много возможностей в жизни, и там институтов, и можно работу как там выбрать для себя, да, более подходящую. Путин. А почему? Ну, потому что лучше. Ну, а чем? Порядка больше. Сталин. А почему? Потому что при нем порядок был. Лучшим правителем России. Не было. Сталин, наверное. А почему? Но он провел индустриализацию в тяжелое время. Почему? Ну, в его времена была самая кайфовая жизнь. Спокойная, тихая, у всех все было. Не было войн, люди не страдали. Все остальные правители, посмотрите вокруг. Полицейское государство как было, так и осталось. А вы как думаете? Я никак не думаю. Считаете, что не было таких? Нет, таких не было точно. Может быть, Борис Ельцин? А почему? Не знаю. Как-то душа больше к нему лежала. Ну, точно не то, что сейчас. Точно не Путин. А кто? Ну вот если выбирать вот с 1900 года, вот промежуток до сегодняшнего дня. Все равно, наверное, было лучше при Ельцине жилось. А почему? Квартиры получали, зарплаты были. Хоть жили, хоть на что-то копили, откладывали. Ну, мне кажется, наш Путин самый лучший, нет? Как вы считаете? А почему?
Ну, во-первых, вот как мне, пенсионерке, вот как мне сейчас живется намного лучше. Немножко повысилась пенсия, у меня субсидии есть, теперь еще что у меня есть. Как-то вот я в санаторий ездила, мне давали путевку бесплатную. И как-то вроде все вместе, когда собирается, немножечко так полегче. Не знаю даже. А не знаете, потому что не знаете или потому что таких не было, по вашему мнению? Наверное, не было, скорее всего. Путин, наверное. А почему? Ну так. С 20 века, то есть с 1900 года. Путин? Почему? Ну, не знаю. Относительно других, наверное, политических персонажей, наверное, самый адекватный. Ну, сейчас Путин все равно как-то, наверное, более проще, чем Сталин. Но брежневское время, советское время, тоже оно неплохое было. Ну, вот лично для нашего, наверное, поколения. Сейчас более как-то для молодежи больше. Ну и для пожилых. Пенсию получаем, но, конечно, желательно побольше бы. Вот у меня 21 тысяча в месяц социальными. Молодежи не совсем так. Не хватает. Это хорошо, я еще с дочерью живу. Значит, дочь работает у меня, ну и, значит, так все вместе. А так, конечно, вот одной на 21 тысячу не проживешь. Сталин, мне кажется, А почему? потому что он не воровал, он думал только о том, о народе. Но я не сталинист. Я просто понимаю, что в тех условиях нельзя было иначе. Нужен был России именно такой жесткий лидер. Сталин. А почему? Потому что не было такого безобразия. Да не было таких. Да, не было. Определенно точно не было. А кто для вас вот был бы лучшим правителем России? Потрясающий. Идеальный. Но их таких нет. Нету. Ну, конечно, ни Ельцина, ни Горбачева. Наверное, Путина. Не наверное, а 100%. А почему? Не нравится его политика, внешне особенно. Ну и много там делать пенсионерам, какие-то вот льготы, какие-то проезды. Это все очень важно. Потому что невозможно на такую, даже московскую пенсию, как бы, катать по 50 рублей. С начала 20 века. Я только Путина и знаю. Ну, наверное, Владимир Владимирович. А почему? Не знаю, вроде все его так хвалят. Много хорошего делает. С пандемией тоже он как хорошо все сделал. Не то, что в других странах, там в Америке, например, в Европе. Владимир Владимирович Путин. А почему? Ну, потому что я считаю единственным человеком и вожаком, грубо говоря, России, который человек достоин всего. И практически все он сам делал. Без него все было бы, может быть, скорее всего, по-другому. Поэтому. С начала 20 века не было хороших правителей. А кто для вас хороший правитель? Какой это человек? Ну, сильный, жесткий, волевой, который всех под руку возьмет, так, чтобы никто рыпаться не мог. Лучшим правителем Сталина. А почему? А потому что у него была всегда дисциплина правильная, и люди всегда цены снижались всегда. Ну, вообще, он был очень человек крутой, такой, да, для нашего народа. Иначе мы просто не выживем, как вот сейчас. По мне так лучше было при Горбачеве. А почему? Ну, потому что, понимаете, да, не было продуктов нескольких, да, но люди не сидели без работы, не сидели без денег. Вот я считаю, что это самый нормальный вариант. А продукты можно было и купить на оптовых рынках по розничной цене, также вот, в розницу по оптовой цене. Поэтому то, что происходит сейчас, я считаю, что это недопустимо. У людей есть деньги, понимаете, нет работы. Либо нет денег, нет работы, а продукты есть, понимаете. Ну вот наши пенсионеры вынуждены собирать алюминиевые банки для того, чтобы хоть как-то там прокормить себя на свою пенсию. С начала 20 века, ну, на текущий момент, наверное, Владимир Владимирович. А почему?
Конечно, вы меня врасплох застали так. Наверное, скорее всего, потому что это, во-первых, история с выводом из кризиса, во-вторых, история про устойчивость, ну и в-третьих, возможно, я назвал какую-то бы более интересную альтернативу, вот, но на текущий момент ни один из тех возможных оппозиционеров, которых я вижу, не составляет достойной конкуренции ни в плане подготовки экспертизы своей собственной, ни в плане каких-то своих личностных качеств. Вот, возможно, если такой кандидат появится, то, возможно, я изменю свое решение. Ельцин. Просто потому, что это была относительная возможность свободы. У всех были какие-то проблемы. Я бы не назвала никого. Путин. Почему? Ну, просто Путин. Нравится он мне. Всех устраивает. В какой период Россия жила лучше всего вот с начала 20 века? При Путине. Уверены? Да. А почему? Люблю Путина. Красавчик. Николай II. Почему? Вот потому что он был наш царь, был человеком, который правитель, это как папа, это должно быть генетически, от рода в род переходить, а не выборно, как сейчас. Кого вы считаете лучшим правителем России с начала 20 века? Ребята, это очень ответственный вопрос. Наверное, Путин. Почему? Не знаю, он самый известный. 20 века лучший правитель Владимир Путин. А почему? Ну, потому что он вежливый, хороший. Кого вы считаете лучшим правителем России с начала 20 века? Начало 20 века? Ну, вообще все правительства от Бога. Вот. Духовные причины нашего общества посылает правителей Господь. Поэтому все правители хороши, мы их заслуживаем все. Поэтому про правителей не будем говорить, начнем с себя, что мы из себя представляем. Вот. Ну и если, значит, мы не обратимся с покаянием к Богу, покаяние – это изменение образа жизни. Это не просто на словах сказать: «Господи, прости меня» и т-т-т-т-т-т. Изменение образа жизни. То есть не надо завидовать, не надо лгать, не надо там воровать. И вот, в общем, понятно, да? Если мы не начнем этого, то погибнем. Как и духовные причины революции 1917 года как раз привели к этой революции самой. Вот. Какой был ужас. Поэтому православие – это безопасность России, а ракеты и все остальное, ребята, прилагается. Наш Владимир Владимирович Путин – это Богом данный. Он был у последнего нашего старца, Иоанна Крестьянкина, на исповеди и на беседах. Ну и ему все открыто, что открыто было Иоанну Крестьянкину. Вот, так что вот так вот. Ну, кто к 13 году поднял Россию там до небывалых высот, 1913-м, кто тогда правил-то при Николае? Николай правил. Не, ну там были эти экономисты сильные. Вот оттуда, наверное, самые сильные были люди-то. Больше ничего не получается. Владимир Владимирович Путин. А почему? Ну, мы видим по его действиям, как он поднял дух народа. Он нас именно поднял с колен. Вот мое так. В чем заключается поднятие с колен? Ну, мы такие были перед Западом, униженные. Ну, достижения есть. Какие? Вот какие у нас достижения за последние 60 лет? Армия – это наше все. Мы этим гордимся, я так считаю. Армия. Не знаю, может быть, даже Брежнев. Скорее всего, Брежнев. А почему? Согласен, у него много было перегибов, много недочетов, но во всяком случае мы стабильно жили. Мы знали о том, что в январе я собрался покупать мебель, я накоплю на нее только в августе. Но я знаю, она стоила 1200, она и будет стоить 1200, но плюс-минус 50 рублей. И я был спокоен о том, что я накоплю эти деньги и куплю эту мебель. Сейчас я собираюсь купить мебель, мы не берем ни ипотеку, не влезаем в никакие банки, ничего. Я собираюсь купить, накопил
Пришел в магазин, она стала стоить на 500 рублей дороже. У меня денег не хватает. Значит, опять я начинаю копить. Накопил и так далее, и так далее. И пошло, и понеслось это как снежный ком. Поэтому там была стабильность, честно говоря. Да, я согласна. Я согласна. Николай II. Я, конечно. А как вас зовут? Елена прекрасная. И вот я художник, иду на выставку свою. Я и считаю, что я. Пускай будет Путин. А почему? Потому что он Путин. Это работает так же, потому что Бэтмен, потому что Путин. Брежнев. Было больше стабильности, люди верили в завтрашний день, люди верили хоть как-то во власть. В общем-то, не задумывались о будущем своих детей, об образовании и так далее, обо всех этих вещах, там, медицины и прочее, которые сейчас, в общем-то, занимают большую часть времени у людей. Ну, я думаю, Брежнев хорошо справился всем правительством. За последние 120 лет в России самым лучшим правителем это был Сталин. Почему? Объясняю. А именно при Сталине, именно страна как бы приобрела свою такую независимость, свою свободу, которую в данный момент даже сейчас или при царской России мы не имели. Мы постоянно как-то подвергались каким-то волнениям, постоянно что-то было, все равно было, чувствовалась нестабильность в стране. А именно при Сталине он смог именно сделать так, что мы смогли жить так, как мы хотим, понимаете, как именно он поставил, то есть тоже индустриализация и многие другие моменты, да, именно Сталин. Вот начиная с него, даже до сих пор я вам могу сказать, что в Китае, да, до сих пор сталинскую, скажем, идею о том, что потихонечку от социализма переходить с элементами капитализма, используют китайцы. Почему китайцы сейчас сильная держава? Они используют именно те мысли и те идеи Сталина, которые не используются сейчас в стране у нас в России. Вот. Понимаете? Это вот хочу сказать только Сталин. Я думаю, что никто. А почему? Россия плохо живет. Плохо живет народ. Поэтому никто. Столыпин. А почему? Ну, он преобразователь. Стремился, чтобы преобразовать Россию. Нет, что-то я как-то затрудняюсь ответить. Лучшего, наверное, еще не было. Вот начиная с 1900 года, кого бы вы выбрали? Только Владимир Владимирович Путин. Все. А почему? Не знаю, привилегии и улучшения только с ним. Никого не могу назвать. Просто потому что таких не было? Да. Леонид Ильич Брежнев. А почему? Ну, смотрите, государство в те времена, оно, как бы говорят, вот эпоха застоя, так называемая, да. Но вот с точки зрения, например, моего отца, для него это самое лучшее время, вот просто расцвет. Во-первых, очень много денег платили на различных работах, там, начиная от производства обычного, там на шахтах платили огромные деньги, вот дедушка мой получал 1000 рублей, отец в армии получал в районе 280 рублей, плюс еще довольно быстрый карьерный рост, и самое главное, не было такого разделения, знаете, вот сейчас директор, да, например, какого-нибудь предприятия, он там, ну вот, в обыденности сейчас вот директор это что-то такое. Тогда, например, рабочий директор это что-то, ну, на одном уровне было. То есть я считаю, что вот это время, вот эта эпоха, она была самая лучшая для 20 века. Ну, я считаю, почему Путин, как бы, ты вообще Путина не видишь? Начиная с 20 века, был или есть лучший правитель для России? Петр I. А он не с 1900-го. Ладно, тогда Путин. Почему? Потому что вся Россия его любит. Самый справедливый, за Россию горой. Так что мы тоже за него. У нас таких не было. А почему? Пьют и воруют. В основном воруют. С 1980-го? Нет, с 1900-го, с 20 года. Ну, склоняюсь все-таки к Путину. А почему? Ну, мне ближе, скажем так. Ну почему? Я не знаю, почему. Я себя в его правлении, я при почти, ну смотрите, Брежнев и все остальные, ну при нем я себя более комфортно чувствую во всех отношениях. Для России был только Сталин. А почему? А потому что историю надо учить. По-моему, Путин самый лучший. А почему? Ну потому что он страну хорошо поднимает. Спасибо. А вы вот как думаете, кто вот лучший с 1900 года? Сталин. А почему? Потому что он поднял Россию. Советский Союз. Спасибо. А вы как думаете, кто был лучшим? Сталин. Почему? Выиграл войну.
Сталин. А почему? Не знаю, хороший человек был, потому что держал все в своих руках. Ну и много чего сделал в то время. Так у нас не было никакого нормального правителя. Ну, весь народ как жил в нищете, так и живет. Нет у нас лучших. У всех свои недостатки. Лучших нет. Ну, я думаю, что лучше у нас впереди. За последние 120 лет. Путин. Почему? Ну, нравится он мне. Мнению, был или есть лучший правитель для России за последние 120 лет? Вот начиная... Сталин. Почему? Потому что жестче мог работать с своим правительством. Ответственность была. Вы будете платить, я буду говорить. Потому что везде это опрос денежный. Зачем я вам должен? Я вам ответил, вы уже второй вопрос.